Урок 1. Побочные эффекты лекарств. Привет, Анна. Я слышала, у тебя проблемы с новым лекарством. Как дела? А, Джон, это было что-то вроде американских горок. Побочные эффекты были довольно неприятными. Понимаю. Какие побочные эффекты вы испытывали? Что ж, у меня была тошнота и головокружение, которые были очень неприятными. Звучит грубо. Как долго обычно длятся эти побочные эффекты? Судя по тому, что я прочитал, они должны исчезнуть через неделю или две по мере того, как мое тело приспособится. Хорошо, это приятно знать. Надеюсь, тогда дискомфорт не продлится долго. Я очень на это надеюсь. Мне было очень трудно следить за своим распорядком дня. Могу себе представить. Удалось ли вам найти способы справиться с побочными эффектами? Врач порекомендовал принимать лекарства во время еды, что немного помогло. Это хороший совет. Предпринимаете ли вы какие-либо другие шаги, чтобы найти облегчение? Я также стараюсь избегать обезвоживания и много отдыхать. Все, что угодно, чтобы облегчить симптомы. Умное мышление. Надеюсь, эти стратегии окупятся, и вы скоро почувствуете себя лучше. Очень на это надеюсь. Конечно, весь этот процесс был познавательным опытом. Без сомнения. Но хорошо, что вы проявляете инициативу и заботитесь о себе. Совершенно верно. Я полна решимости справиться с этим и увидеть преимущества этого лекарства. Я восхищаюсь твоей настойчивостью. Желаю вам всего наилучшего в выздоровлении. Урок 2. Поиск идеального наряда. Доброе утро, Анна. Мне нужна помощь в выборе одежды для официального мероприятия. Есть предложение. Хорошо, давайте все обдумаем. По какому поводу? Хочется чего-то формального, но не слишком модного. Это рабочий банкет, поэтому мне нужно выглядеть профессионально, но не переодеваться. Хорошие платья или костюм могут подойти. Что ты собирался надеть? Я рассматривала костюм, но не уверена, что это слишком формально для этого мероприятия. Костюм– отличный вариант, но вы также можете выбрать рубашку на пуговицах с брюками. Неплохая идея. Что-то более повседневное, чем полный костюм. Именно так. И вы даже можете сочетать рубашку и брюки со спортивным пальто, чтобы создать изысканный образ. А, мне нравится эта идея. Спортивное пальто было бы хорошим компромиссом. Совершенно верно. Таким образом, вы будете выглядеть собранно, но при этом комфортно. Идеальный. Теперь мне просто нужно придумать правильную цветовую палитру и аксессуары. Хм, я бы порекомендовал использовать нейтральные тона, такие как темно-синий, серый или черный. Ладно, в этом есть смысл. А как же обувь и галстук? Есть мысли? Для обуви подойдет хорошая пара классических туфель и простой однотонный галстук. Понял. Думаю, у меня есть хорошее представление о том,
Что мне теперь надеть? Замечательно. Уверена, ты будешь выглядеть фантастически. Дайте мне знать, если вам понадобится другой совет. Сгодится. Спасибо за помощь. Теперь я чувствую себя в этом гораздо увереннее. Урок 3. Возвращение в класс после обеда. Привет, Анна. Тебе понравился обеденный перерыв? Это было великолепно. Я чувствую себя отдохнувшей и готова вернуться к учебе. То же самое и здесь. Не могу дождаться, что нас ждет на оставшуюся часть дня. Я тоже. Я слышала, что сегодня днем у нас уроки истории и естественных наук. Отлично, я с нетерпением ждала нашего урока истории. Мы обсуждаем очень интересную тему. Определенно. И я в восторге от запланированной нами научной лаборатории. Ах да, я слышала, что нам предстоит провести несколько практических экспериментов. Должно быть весело. Совершенно верно. Мне нравится, когда мы применяем полученные знания на практике. Я тоже. Это действительно помогает укрепить концепции, понимаете? Определенно. И я всегда чувствую себя счастливым, когда могу успешно завершить эксперименты. Совершенно верно. Это отличный прилив уверенности в себе. Конечно. Хорошо. Кажется, я слышу звонок. Пора выстраиваться в очередь и возвращаться в класс. Звучит неплохо. Пойдем. Соревнуйтесь с вами туда. Урок 4. Бронирование жилья для поездки. Эй, мне нужен совет по бронированию жилья для моей предстоящей поездки. А, планируешь поездку? Да. Куда вы направляетесь? Я подумываю посетить новый город, который только что открылся. Не знаю, с чего начать бронирование места для проживания. Есть несколько вариантов для рассмотрения. Хотите забронировать столик заранее или найти что-нибудь, когда приедете? Хороший вопрос. Не знаю, что было бы лучше. Что вы порекомендуете? Что ж, предварительное бронирование может дать вам больше спокойствия и гарантировать, что вам будет где остановиться. Но иногда бывает удобнее найти что-то в последнюю минуту. Да, это хорошее замечание. Я не хочу чувствовать себя запертой, но я также не хочу рисковать тем, что мне негде остановиться. Именно так. Я бы посоветовал хотя бы заранее забронировать место, даже если это будет первая ночь или две. Таким образом, вы сможете начать с базы отдыха. Ладно, в этом есть смысл. А как насчет типа жилья? Стоит ли мне обратить внимание на отели, Airbnb, хостелы? Это действительно зависит от вашего бюджета и предпочтений. Отели могут быть надежнее, но дороже. Airbnb отлично подходят для того, чтобы лучше познакомиться с местными достопримечательностями. А хостелы недорогие, если вы не против поделиться пространством. Мне придется подумать об этом. Возможно, я рассмотрю несколько вариантов, начну с отеля, а затем посмотрю, как найти Airbnb на оставшуюся часть поездки. Это надежный план. Просто прочтите отзывы и проведите исследования, чтобы найти то, что вам подходит. Отличный звонок.
Я начну изучать это сегодня вечером. Спасибо за полезный совет. В любое время. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы при планировании поездки. Урок 5. Предоставление помощи. Утро. Я заметил, что ты выглядишь немного напряженным. Могу ли я еще чем-нибудь вам помочь? Привет, Джон. Я просто пытаюсь подготовить все к нашей сегодняшней большой презентации. Впереди так много дел. Понимаю. Что ж, дайте мне знать, могу ли я вам чем-нибудь помочь. Я с радостью помогу. Это так любезно с вашей стороны. Дай мне подумать. Не могли бы вы помочь мне перепроверить слайды? Совершенно верно. Просто укажите мне правильное направление, и я пройду по ним с помощью расчески с мелкими зубцами. Отлично, спасибо. А если вы не против, не могли бы вы также распечатать раздаточные материалы для зрителей? Совсем без проблем. Я немедленно об этом позабочусь. Ты спасатель. Я очень признателен за ваше участие. Конечно, рад помочь. Могу ли я еще чем-нибудь облегчить вам жизнь сегодня? Что ж, теперь, когда вы об этом упомянули, мне не помешает выпить чашечку кофе. Не могли бы вы взять мне одну? Совсем нет. Как вы это воспринимаете? Просто черный кофе, пожалуйста. Это было бы потрясающе. Вы поняли. Я вернусь в мгновение ИК. Спасибо вам большое. Не знаю, что бы я без тебя делала. Не упоминайте об этом. Для этого и нужны друзья. Вернись прямо сейчас. Урок 6. Дилемма гардероба. Привет, Анна. Я хотела спросить, откуда у тебя та рубашка, в которой ты в последнее время носишь? Выглядит отлично. Это старая штука. Она у меня уже целую вечность. На самом деле я хочу немного обновить свой гардероб. Да. За какими фигурами вы охотитесь? Что ж, я пытаюсь найти более универсальные вещи, которые можно было бы комбинировать и сочетать. Знаете, вещи, которые подойдут как для офиса, так и для планов после работы. Я вас слышу. Бывает сложно найти правильный баланс между профессиональным и повседневным делом. Точно. И я тоже не хочу обанкротиться. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Дай мне подумать. Вы зашли в новый магазин одежды в центре города. Кажется, у них есть действительно качественные вещи по разумным ценам. Нет, я там еще не была. Стоит ли его посетить? Думаю, да. У них было много красивых блузок и брюк, которые подойдут как для офиса, так и для светских мероприятий. Звучит превосходно. Мне придется заехать туда в эти выходные. Потрясающе. И привет, если вам нужно второе мнение, я всегда рад высказать свое мнение. Это было бы здорово. Мне бы пригодилось с точки зрения парня. Рад помочь. Просто дайте мне знать, когда вы планируете поехать, и я уточню свое расписание. Сгодится.
Спасибо. Благодарю вас за то, что вы нашли время. Совсем без проблем. Для этого и нужны друзья. Урок 7. Святой Франциск и волк. Привет, Анна. Вы слышали историю о святом Франциске и волке из Губбиа? Нет, не думаю, что я с этим знаком. Расскажи мне больше. Что ж, это довольно увлекательная история о святом Франциске и его общении с волком, который терроризировал жителей городка под названием Губбиа. Ого, звучит интригующе. Что произошло? Очевидно, жители Губбиа жили в страхе, потому что этот волк нападал на их скот и даже на некоторых горожан. Наверное, им было очень страшно. Как святой Франциск вмешался? Легенда гласит, что святой Франциск отправился на поиски волка и, встретив его, спокойно и без страха обратился к нему. Это так интересно. Святой Франциск был известен своим смирением и состраданием, не так ли? Именно так. Он относился к волку с добротой и уважением и даже смог убедить его перестать причинять вред жителям Губбиа. Это потрясающая история. Что произошло после этого? Что ж, в итоге волк стал своего рода домашним животным для горожан, и они заботились о нем всю оставшуюся жизнь. Ого, такой трогательный финал. Святой Франциск действительно умел объединять людей и даже животных. Совершенно верно. Его пример сострадания и ненасилия действительно вдохновляет даже спустя столетия. Понимаю почему. Это прекрасная история, демонстрирующая силу доброты и понимания. Определенно. Это отличное напоминание о том, что даже самые сложные проблемы можно преодолеть с помощью сочувствия и доброй воли. Я согласен. Спасибо, что рассказали мне об этой истории. Это действительно увлекательно. Мне очень приятно. Я всегда рада поделиться такими вдохновляющими историями. Урок 8. Важность медитации. Хорошо, Анна, я хотела спросить вас, регулярно ли вы занимаетесь медитацией? Знаете, в последнее время я пытаюсь заняться этим подробнее. Кажется, это отличный способ снять стресс и обрести внутреннее спокойствие. Определенно. Я уже некоторое время регулярно занимаюсь медитацией, и это сильно изменило мою жизнь к лучшему. Приятно это слышать. С чего вы вообще начали заниматься медитацией? Что ж, работа и жизнь в целом меня переполняли, и друг посоветовал мне попробовать медитацию, чтобы обрести равновесие. Отличное предложение. Как вы включили это в свой распорядок дня? Каждое утро я стараюсь посвящать медитации 20-30 минут. Это действительно помогает мне успокоиться и сконцентрироваться перед тем, как приступить к работе. Отличный план. Я давно хотела сделать медитацию более постоянной привычкой, но мне так и не удалось найти время. Я прекрасно понимаю. Поначалу может быть сложно сделать это приоритетом. Но как только вы погружаетесь в рутину, вам станет намного легче. Какие-нибудь советы для таких людей, как я,
которые только начинают заниматься медитацией. Я бы посоветовал начать с малого. Даже 5-10 минут в день могут иметь большое значение. И постарайтесь найти спокойное и тихое место для тренировок. В этом есть большой смысл. Мне придется попробовать. У вас есть какая-то конкретная техника медитации, которую вы рекомендуете? Я считаю, что метод сканирования тела действительно эффективен. Это помогает мне понять, как себя чувствует мое тело в настоящий момент. Мне придется разобраться в этом. Спасибо за отличный совет. Меня вдохновляет сделать медитацию регулярной частью моей жизни. Я так рада это слышать. Уверен, вам это будет невероятно полезно. Дайте мне знать, как все идет. Урок 9. Контрактные проблемы. Привет, Анна. Я хотела кое-что запустить у тебя. Я рассматриваю новый контракт, и у меня есть несколько опасений. Правда. Что вас беспокоит в контракте? Ну, во-первых, график платежей мне кажется немного неясным. Я хочу убедиться, что понимаю, когда мне заплатят. Это хороший аргумент. Нечеткие условия оплаты определенно могут вызвать проблемы в будущем. Именно так. Кроме того, я обратил внимание на одну оговорку о неучастии в соревнованиях, которая меня не совсем устраивает. Вам стоит внимательно изучить положение о неконкуренции. Это может быть непросто. Да, я боюсь, что это может быть слишком ограничительно и ограничит мои возможности в будущем. Понятно. Обращались ли вы к другой стороне за разъяснениями по этим вопросам? Пока нет, я хотела сначала узнать ваше мнение, прежде чем высказывать им свои опасения. Думаю, вы правы, проявляя осторожность. Вот некоторые серьезные проблемы, которые необходимо решить заранее. Хорошо, приятно знать, что я на правильном пути. В ближайшее время я обязательно позвоню им для обсуждения. Определенно. Улаживая все детали сейчас, вы избавите себя от многих головных болей в будущем. Совершенно верно. Спасибо, что вы нашли время обсудить это вместе со мной. Это действительно помогает взглянуть на вещи по-новому. Конечно, я буду рад выслушать вас в любое время, когда вам понадобится обсудить контракт или деловое решение. Ты лучший. Я обязательно буду держать вас в курсе того, как идут переговоры по контракту. Звучит неплохо. Я рада, что смогла помочь. Дайте мне знать, могу ли я еще чем-нибудь заняться. Сгодится. Еще раз спасибо. Урок 10. Обсуждение гуманитарного кризиса. Доброе утро, Анна. Я хотела узнать ваше мнение о продолжающемся гуманитарном кризисе. Это очень тяжело для меня. Конечно, я тоже внимательно слежу за новостями. Это ужасная ситуация. Это так. Сообщения о росте числа погибших просто душераздирают, особенно большое количество женщин и детей. Знаю, это действительно ужасно. Похоже, все это в значительной степени не тронуло международное сообщество. Именно этого я и не могу понять. Как мир может оставаться таким равнодушным к таким огромным страданиям?
Жаль, что у меня нет ответа. Отсутствие срочности и действий просто удручает. Это действительно так. Я чувствую себя бессильной, наблюдая за происходящим, как будто ничем не могу помочь. Мне знакомо это чувство. Но мы не можем просто сидеть сложа руки и ничего не делать. Мы должны найти способы принять участие и изменить ситуацию к лучшему. Вы правы. Я подумывал о том, чтобы сделать пожертвование некоторым гуманитарным организациям на местах. Отличная идея. Любая поддержка может оказать реальное влияние на тех, кто в ней остро нуждается. Определенно. Я также рассматриваю возможность обратиться к своим представителям с требованием сделать больше. Хорошая мысль. Давление на политических лидеров крайне важно для стимулирования реальных действий. Совершенно верно. Этот кризис заслуживает гораздо большего внимания и помощи, чем сейчас. Я полностью согласен с этим. Мы должны быть голосами тех, кто молча страдает. Я не мог сказать этого лучше. Спасибо, что вы нашли время обсудить это со мной. Конечно. Я рад, что мы смогли провести этот важный разговор. Дайте мне знать, чем еще я могу помочь. Сгодится. Уверен, что скоро мы снова вернемся к этой теме. Впереди еще очень много работы. Урок 11. Последствия трагедии. Привет, Анна. Могу я узнать твои мысли о последствиях этой ужасной аварии? Безусловно, это тяжело давило мне на голову. Жертвам предстоит нелегкая битва. Я знаю, что пожизненные расходы на хирургию и протезирование просто ошеломляют. Точно, выжившим придется столкнуться с физическими и финансовыми последствиями в течение многих лет. Это душераздирающе. Многим из них потребуется обширная реабилитация и поддержка. Безусловно, путь к выздоровлению будет невероятно сложным. И это в том случае, если они смогут получить необходимую медицинскую помощь и ресурсы. К сожалению, это большое «если» для многих жертв и их семей. Это так несправедливо. Они уже пережили травму, полученную в результате несчастного случая. Конечно, и теперь им нужно беспокоиться о том, как они смогут позволить себе текущее лечение. Это ошеломляет. Я даже представить себе не могу, какой стресс и беспокойство они, должно быть, испытывают. Я тоже. Мы должны найти способы поддержать их и облегчить это бремя. Полностью согласен. Я собирался организовать сбор средств, чтобы покрыть расходы. Это прекрасная идея. Каждая помощь может реально изменить ситуацию к лучшему. Определенно. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь этим жертвам встать на ноги. Урок 12. Путешествие в фитнес. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала вести дневник тренировок? Знаете, у меня нет, но я слышала, что это может быть очень полезно. Зачем вы это делаете? Для меня это изменило правила игры. Это мотивирует меня и помогает мне идти по пути к достижению поставленных целей в фитнесе. Это интересно.
Хотелось бы услышать больше. Что вы отслеживаете в своем дневнике? Что ж, я записываю свои тренировки, упражнения, которые я делаю, веса, которые я использую, и даже свое самочувствие. Ах, понятно. Это должно дать вам хорошее представление о вашем прогрессе с течением времени. Точно. Так приятно оглянуться назад и увидеть, как далеко я продвинулся. Могу себе представить. Этот ощутимый отчет о ваших улучшениях, должно быть, очень радует. Совершенно верно. Легко впасть в уныние, но дневник помогает мне сосредоточиться. Отличное замечание. Наглядное напоминание о вашем прогрессе должно быть очень полезным. Определенно. Кроме того, мне интересно оглянуться назад и увидеть, как изменились мои тренировки. Я вижу апелляцию. Считаете ли вы, что это также помогает вам планировать будущие тренировки? Определенно. Я использую журнал для определения областей, на которых мне нужно сосредоточиться, или упражнений, которые я хочу попробовать в следующий раз. Это великолепно. Это все равно, что составить персональную дорожную карту вашего путешествия по фитнесу. Точно. Я настоятельно рекомендую попробовать. Для меня это имело большое значение. Спасибо за предложение. Думаю, я сам начну вести дневник тренировок. Урок 13. Утренний мотивационный конкурс. Утро. Я слышал, вы сказали, что хотите, чтобы у вас было больше мотивации заниматься спортом по утрам. Да, мне очень тяжело с этим. Я знаю, что для меня это хорошо, но начать очень сложно. Я прекрасно понимаю. Раньше у меня было так же, но я нашла несколько хитростей, которые помогли. А, пожалуйста, поделитесь. Мне очень нужны советы, которые помогут мне стать любителем утренних тренировок. Ну, во-первых, нужно сделать это как можно проще. Накануне вечером разложите тренировочную одежду. Неплохая идея. Устранить барьер, связанный с необходимостью готовиться по утрам, имеет смысл. Именно так. И старайтесь выбирать тренировки, которые вам действительно нравятся, а не только то, что, по вашему мнению, вам следует делать. Отличное замечание. Если мне это страшно, я никогда не буду этим заниматься. Главное — найти что-то интересное. Совершенно верно. И не будьте слишком строги к себе, если пропустите день. Просто вернись в нужное русло на следующий день. Это очень хороший совет. Если я ошибаюсь, я обычно ругаюсь на себя, а это только усугубляет ситуацию. Конечно. Празднуйте маленькие выигрыши, не зацикливайтесь на совершенстве. Маленькие шаги — это все еще прогресс. Мне очень нравится такая перспектива. Хорошо, меня вдохновляет еще раз попробовать утреннюю тренировку. Отлично, я рад, что смог дать несколько полезных советов. Дайте мне знать, как все идет, я болею за вас. Сделаю. Спасибо Джону. Пожелайте мне удачи. Урок 14. Загадка производительности. Привет, Анна. Как продвигается ваш большой проект? Ух, честно говоря, не очень хорошо. Мне очень трудно оставаться в курсе событий. А нет, что до сих пор было самой большой проблемой.
Просто эффективно распоряжаюсь своим временем. Такое ощущение, что на то, чтобы что-то сделать, уходит целая вечность. Понимаю. Да, управлять временем в больших проектах бывает непросто. Как вы думаете, сколько времени это займет? Ну, по оценкам, на выполнение задания уходило 4-5 часов, но на это у меня ушло в 2 раза больше времени. Хм, это интересно. Вы пробовали разбить задачи на более мелкие части. Да, но потом я отвлекаюсь, и это срывает весь мой график. Ах, я вижу, это обычная проблема. Рассматривали ли вы возможность использования техники помодоро? Нет, что это? Все, что поможет мне сосредоточиться, станет спасением. Это метод управления временем, при котором вы работаете с интервалом в 25 минут с небольшими перерывами. А, звучит очень полезно. Я попробую. Спасибо за совет. Никаких проблем, рад поделиться тем, что сработало для меня. Дайте мне знать, если это поможет. Справлюсь. Надеюсь, это повышение производительности, которое мне нужно для этого проекта. Уверен, что так и будет. Желаю вам удачи, у вас есть это. Урок 15. Путешествие по изучению языка. Привет, Анна, я слышала, что ты работаешь над изучением нового языка. Как дела? Честно говоря, все было очень неоднозначно. Мне кажется, что я прогрессирую, но все идет медленно. Могу себе представить. Изучение нового языка– это огромная задача. В чем была самая большая проблема? Определенно словарный запас. Я могу выучить такие слова, как коробка и кошка, но потом с трудом разбираюсь в грамматике. Ах да, это обычная проблема. Словарный запас– самая простая часть, но структура предложений может быть непростой. Точно. Кажется, мой мозг просто не может найти связь между словами и тем, как их использовать. Я вас слышу. Испробовали ли вы какие-либо специальные методы, помогающие разобраться в грамматике? Что ж, я слушал много подкастов и смотрел сериалы на этом языке, что помогло. Приятно, что такой подход с погружением может быть действительно эффективным. Как насчет работы с репетитором или языковым партнером? Отличная идея. Бьюсь об заклад. Общение с глазу на глаз заставит меня больше заниматься грамматикой. Определенно. Кроме того, они могли бы немедленно предоставить обратную связь, чтобы улучшить правильную структуру предложений. Да, думаю, я займусь поиском языкового партнера. Возможно, именно этого недостает. Отлично, я уверен, что это будет иметь большое значение. Просто продолжайте, изучение языка требует времени. Знаю, легко впасть в отчаяние. Но я полна решимости продолжать доводить дело до конца. Спасибо за поддержку. В любое время для этого и нужны друзья. У тебя это есть, я в тебя верю. Урок 16. Этическая дилемма. Привет, Анна. Могу я узнать твое мнение о чем-то? Конечно, в чем дело? Я думала об этой этической дилемме. Оправдан ли когда-либо взяточничество или это всегда неправильно?
А, чувак, это непростая задача. Я вижу обе стороны спора. Верно. С одной стороны, просто морально неправильно пытаться что-то купить. Да, взяточничество обычно считается неэтичным и коррупционным. Это противоречит принципам справедливости и верховенства закона. Именно так. Но, с другой стороны, могут возникнуть смягчающие обстоятельства, когда это может быть единственным способом что-то сделать. Верно, как если бы дело было в жизни, смерти или в чем-то еще. Цели потенциально могут оправдать средства. Я не знаю. Даже в экстремальных ситуациях мне все равно кажется, что это неправильно. Это просто плохой прецедент. Понимаю. Это скользкий склон. Как только вы начнете идти на компромисс со своей этикой, вам станет легче сделать это снова. Да, и не успеешь оглянуться, как взяточничество становится нормой, а не исключением. Оно коррумпирует всю систему. Определенно. Это непростой баланс между прагматизмом и принципами. Не думаю, что на этот вопрос есть однозначный ответ. Да, я согласен. Это то, что, вероятно, нужно оценивать в каждом конкретном случае. Именно так. Не существует универсального решения. На самом деле все зависит от конкретных обстоятельств. Конечно. В любом случае, спасибо, что поделились своими мыслями по этому поводу. Это заставило меня многое обдумать. В любое время я наслаждаюсь хорошей этической дискуссией. Дайте мне знать, если вы сделаете какие-либо выводы по этому поводу. Сгодится. Спасибо, что вы нашли время обсудить это со мной. Урок 17. Украшение с помощью воспоминаний. Доброе утро, Анна. У меня к тебе небольшой вопрос. Конечно, в чем дело? Я пытаюсь немного украсить свой дом. Какие-нибудь советы, как сделать так, чтобы здесь было уютнее? А, я обожаю декорировать. Одна вещь, которую я всегда рекомендую, это добавлять индивидуальные штрихи. Индивидуальные штрихи, да. Например, что именно? Что ж, повесить картины или фотографии– отличный способ сделать пространство более оживленным. В этом есть смысл. У меня есть несколько сентиментальных произведений, которые я мог бы выложить. Определенно. Демонстрируя то, что для вас важно, вы почувствуете себя как дома. Это хорошие замечания. А как насчет других идей декора? Что-нибудь еще мне следует рассмотреть. Хм, может быть, какие-нибудь растения или цветы. Они добавляют приятный природный элемент. Растения. Да, мне никогда не удавалось сохранить им жизнь. А, не беспокойтесь, в наши дни существует множество вариантов, не требующих особого обслуживания. Даже небольшое количество суккулента может изменить ситуацию к Хорошо, лучшему. мне придется разобраться в этом. Что еще вы могли бы предложить? А как насчет уютных пледов или подушек? Это делает пространство уютным. Отличный звонок, это было бы очень приятно. В следующий раз, когда я выйду, мне придется забрать что-нибудь.
Отлично, я уверен, что бы вы ни делали, вы в кратчайшие сроки почувствуете себя настоящим домом. Я ценю советы. Для начала это очень полезно. Рады помочь. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы по декорированию. Сделаю. Еще раз спасибо. Урок 18. Надежные рекомендации. Привет, Анна. У тебя есть минутка. Мне бы кое-что пригодился твой совет. Конечно, в чем дело? Что ж, я хочу купить себе новый кофейный столик, но не знаю, с чего начать. А, шопинг за кофейным столиком весело. Я знаю несколько отличных мест для посещения. В самом деле, буду рад любым вашим рекомендациям. Мне нужно что-то одновременно стильное и долговечное. Конечно, я предложу вам несколько вариантов. Я обязательно добавлю его в свой список, вы не будете разочарованы, поверьте мне. Отлично, я благодарна за это. В какие магазины мне следует обратить внимание? Есть действительно классный местный мебельный магазин, в котором есть красивые изделия ручной работы. Сделано вручную. Да, звучит как раз в моем переулке. Да, качество на высшем уровне. А владельцы очень дружелюбны, они помогут вам найти именно то, что вам нужно. Приятно знать. Что-нибудь еще вы бы порекомендовали попробовать? А вы уже пробовали новый современный магазин товаров для дома, который только что открылся в центре города? Нет, на самом деле я этого не сделала. На что они похожи? У них самые потрясающие минималистские дизайны. Бьюсь об заклад, вы сможете найти там что-то идеальное. Минимализм, да. Мне придется заглянуть и посмотреть. Поверьте, вы не будете разочарованы. Их выбор действительно впечатляет. Хорошо, я обязательно добавлю их в свой список. Спасибо за отличные рекомендации. Конечно, рады помочь. Дайте мне знать, если вам понадобится что-то еще. Сгодится. Благодарю. Урок 19. Изучение возможностей карьерного роста. Эй, могу ли я управлять чем-нибудь у тебя? Конечно, о чем ты думаешь? Что ж, в последнее время я много думаю о своей карьере. Я могу себе представить, что выполняю очень много работ. А, это захватывающе. Какие варианты вы рассматриваете? Честно говоря, я не знаю. Я думал о работе в ресторане, может быть, официантом или шеф-поваром. В самом деле, я прекрасно видела, как ты это раскачиваешь. Для этого у тебя есть навыки работы с людьми. Ты так считаешь? Я просто не уверен, подходит ли мне это в долгосрочной перспективе. А о чем еще ты думаешь? Существует так много возможностей. В том-то и дело, меня немного ошеломляют все варианты. Я просто не знаю, с чего начать. Почему бы нам не составить список и не обсудить плюсы и минусы каждого из них? Отличная идея. Хорошо,
Давайте посмотрим. Я тоже думал о том, чтобы заняться продажами или маркетингом. А продажи могут быть очень интересными. Ты такой любезный человек, держу пари, что у тебя это получится. Ты правда так считаешь? Меня всегда интересовала идея заключения сделок. Абсолютно. А с твоей харизмой, я думаю, ты был бы естественным человеком. Хорошо, что ж, это определенно стоит рассмотреть. А как насчет чего-то в сфере технологий? Технология, да. Знаете, у меня есть друг, который занимается разработкой программного обеспечения и любит это. Разработка программного обеспечения. Да, у меня нет большого опыта в этом деле, но, возможно, на это стоит обратить внимание. Определенно, технологическая индустрия сейчас процветает. Есть так много разных путей, по которым вы можете пойти. Да, это хорошие замечания. Там есть множество вариантов для изучения. Урок 20. Изучение природы. Эй, у меня к тебе вопрос. Стреляйте. У меня все уши. Я подумываю о том, чтобы этим летом спланировать большой поход. Что скажешь? А, это звучит как потрясающая идея. Куда ты собираешься пойти? Я пока не уверен, но надеялся, что у вас есть предложение. Могу себе представить, какие захватывающие дух пейзажи открываются на природе. А, конечно. В нашем регионе так много красивых мест, которые стоит посетить. Задумывались ли вы о горах? Горы, да. Звучит просто невероятно. Мне всегда хотелось попробовать свои силы в походах. Это самое лучшее. Виды сверху просто потрясающие. А свежий горный воздух так омолаживает. Ах, звучит как раз в моем переулке. Какие конкретные тропы или кемпинги вы бы порекомендовали? Дай мне подумать. Я слышала, что примерно в часе езды от города можно совершить невероятный поход по водопаду. Тропа тоже не слишком сложная. Поход к водопаду, да. Звучит превосходно. Мне нравится идея поплавать и освежиться после долгого похода. Точно. Кроме того, рядом с началом тропы обычно есть хороший кемпинг. Это такое спокойное и живописное место. Отлично, это определенно есть в списке. Что еще мне следует учесть при планировании этой поездки? Что ж, не забудьте взять с собой все необходимое: прочные походные ботинки, многослойную одежду, аптечку первой помощи и тому подобное. Понятно, безопасность превыше всего. В ваших приключениях на свежем воздухе вам когда-нибудь доводилось общаться с близкими людьми? А боже, однажды в походе я подошел слишком близко к черному медведю. Напугал меня до смерти. Ух, ни за что. Как вы из этого вышли? Ха-ха, скажем так, я ушел оттуда так быстро, как только могли унести меня ноги. Определенно душераздирающий момент. Могу только представить. Что ж, спасибо за все отличные советы. Я все больше и больше в восторге от этого похода. Урок 21. Будущие работы. Доброе утро.
Могу ли я узнать ваше мнение о будущем работы? Абсолютно. Меня очень восхитили все изменения, происходящие на рынке труда в последнее время. То же самое и здесь. Кажется, что новые технологии и отрасли появляются постоянно. Абсолютно. В наши дни очень важно идти в ногу с новейшими навыками и тенденциями. Не шучу. Я едва успеваю следить за всеми новыми программами и инструментами, которые ищут работодатели. Расскажите мне об этом. Такое ощущение, что мне постоянно приходится учиться чему-то новому, чтобы оставаться конкурентоспособным. Согласовано. Как вы думаете, будут ли вообще существовать традиционные рабочие места в ближайшие 10-20 лет? Отличный вопрос. Я полагаю, что многие роли будут автоматизированы или каким-то образом оцифрованы. Ух ты! Правда? Думаете, роботы и искусственный интеллект могут заменить людей? Я имею в виду, что это определенно возможно, особенно для более рутинных и повторяющихся задач. Ух ты! Думать об этом довольно дико. Как вы думаете, какие профессии будут востребованы в будущем? Возможно, роли, требующие более творческих, аналитических или межличностных навыков. Вещи, которые сложнее автоматизировать. Интересно. Итак, работа, в которой используются уникальные человеческие способности, верно. Именно так. На ум приходят такие профессии, как разработка программного обеспечения, анализ данных, маркетинг и здравоохранение. Вполне логично. Кажется, что все это предполагает хорошее сочетание технических навыков и навыков работы с персоналом. Совершенно верно. И способность быстро адаптироваться и учиться также будет иметь решающее значение. Без сомнения. Похоже, что темпы изменений будут только ускоряться. Определенно. Это захватывающее, но в то же время и немного сложное время для рынка труда. Хорошо сказано. Похоже, много проблем, но и много возможностей. Урок 22. Королевская история Соединенного Королевства. Привет, Анна. Вы знали, что Королевство Англия и Королевство Шотландия были официально объединены в 1707 году? В самом деле, я этого не осознавал, что привело к объединению двух стран. Итак, все началось с актов об объединении в 1707 году, в соответствии с которыми два королевства были объединены в Королевство Великобритания. Увлекательно. Была ли какая-то конкретная причина, по которой они решили объединиться в то время? Насколько я понимаю, было несколько ключевых факторов. В основном политические и экономические интересы. Ах, понятно. Значит, тогда это был стратегический шаг правящих монархов. Именно так. Английская и шотландская короны были объединены с 1603 года при королях Якове VI и. Понятно, что до создания полного политического союза уже существовало общее руководство. Верно, эти две страны были тесно связаны более чем за столетие до принятия актов о союзе. Интересно. И было ли тогда официально образовано Соединенное Королевство в том виде, в каком мы его знаем сегодня? Не совсем. Соединенное Королевство стало собирательным названием Великобритании и Северной Ирландии позже, в 1927 году.
Понимаю. Приятно знать разницу. Современная Великобритания имеет довольно сложную историю, не так ли? Определенно. Столетия королевских родословных, политических маневров и территориальных изменений. Ух ты! Удивительно, как сильно изменилась карта Европы за эти годы. Не шучу. Только Великобритания пережила столько преобразований и слияний. Это действительно показывает, насколько изменчивыми могут быть национальные границы и самобытность. Совершенно верно. История полна подобных политических перестановок и смены власти. Совершенно верно. Это отличный пример того, как ситуация постоянно меняется даже в давно устоявшихся странах. Определенно. Королевская история Великобритании, безусловно, интересна и сложна.